Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 11 января, сегодня у нас с вами четверг. Девочки и мальчики, обратите внимание, что сегодня у нас с вами денежный четверг. Плюс еще сегодня у нас с вами новолуние, и новолуние в знаке зодиака Козерог. Поэтому обязательно сегодня проведите практику с нашей любимой цифрой для привлечения изобилия, достатка и благополучия. Давайте разбираться, чем этот день уникален, и что нам обязательно нужно сделать в этот день 11 января. Давайте начнем с того, что у нас сегодня 29, 1 и 2 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами новолуние. Но обращаем ваше внимание, что пик новолуния наступит в 14 часов 57 минут по московскому времени. Поэтому, если вы до этого времени будете находиться дома или на работе, обязательно сделайте уборку. Обязательно уберите тот хлам, который есть в вашем доме, в вашем рабочем столе, в вашем телефоне, в вашем компьютере. Это не нужно. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня мы с вами обязаны заложить фундамент не только на ближайшие, друзья, 2 недели, но и на ближайшие 12 месяцев. Кроме того, если у вас есть какие-то проблемы, какие-то нюансы, обращаем ваше внимание, они будут всплывать. Почему? Потому что вторая половина 2023 года, те ситуации, которые были в вашей жизни, и вы их не решили, не проиграли, не сделали какие-то выводы, они сейчас будут повторяться. Поэтому подумайте, проанализируйте, что это могло быть. Кроме того, у нас с вами новолуние в знаке зодиака Козерог. Это достаточно мудрый знак зодиака, терпеливый знак зодиака. Поэтому сейчас ваша задача, особенно после 14 часов 57 минут, продумать, прописать те планы, желания, то, что вы хотите осуществить на протяжении всего года, а также постарайтесь помесячно понять для себя, что вы хотите делать. Также обращаем ваше внимание, что сам Козерог у нас отвечает, друзья, с вами за коммуникации, за деньги, за удачу. Поэтому сегодня у нас с вами большая задача привлечь, то есть заложить фундамент и привлечь в нашу жизнь деньги, чтобы на протяжении всего года действительно мы, знаете, так легко прошли по этому году. Кроме того, вы помните о том, что мы уже и говорили об этом, есть даже видео о том, что нас всех ждет в 2024 году. Не скрываем, да, он будет тяжелый год, он еще и высокосный год, и еще и год дракона. Все это вместе, конечно же, дает не очень хорошие перспективы. Но если вы знаете и слушаете нас, то вы точно пройдете этот год легко и, как говорится, без сучка и зазоринки. Поэтому ваша сейчас задача стараться принимать все с легкостью. Если в вашем окружении есть люди, которые злые, которые недовольные, знаете, это в первую очередь сейчас ваши учителя. Они вас учат, как быть мудрее, терпеливее, не дают вам жизненные уроки, которые вы должны пройти. Как только вы их пройдете, сделаете выводы, больше не будете наступать на одни и те же грабли, эти люди просто-навсего исчезнут из вашей жизни, при этом в тот момент, когда вы будете даже этого не ожидать. Поэтому, пожалуйста, благодарите своих врагов, своих недоброжелателей, не думайте о том, что они такие настолько они плохие. Дело в том, что они нам помогают двигаться дальше, развиваться. Поэтому ваша задача не нести негатив, а заниматься созиданием, потому что все-таки 2024 год, если правильно сейчас настроиться с энергиями Вселенной, особенно в это новолуние, которое у нас с вами сегодня наступит в 14 часов 57 минут по московскому времени, а кто-то, возможно, нас уже слушает, и у кого-то уже, возможно, наступило новолуние, знаете, закладывайте фундамент, но все должно быть только в позитивном русле. Если что-то будет в негативном русле, знаете, это все в течение полугода, год к вам вернется. Поэтому только добрые мысли, только добрые желания. Прямо сейчас в комментариях, друзья, к этому видео напишите себе пожелания на 2024 год.
вперед. Напишите, что вы желаете, что вы хотите, о чем вы мечтаете. Помните о том, что вас в социальных сетях никто не знает. Вот сейчас вы напишите, а возможно и ваша соседка будет также писать, потому что никто друг друга не знает. Это значит, вы можете включить фантазию и подумать, чего же вы хотите и желаете. Только, пожалуйста, пишите реальные мечты, реальные желания, наподобие что-то улететь на Марс или посетить Луну. Все-таки это глупое желание, которое на данном этапе не исполнится. Вы сами знаете, что даже Илон Маск на данный момент не может реализовать эти проекты. И вы знаете, с чем это связано, потому что вы большие мудрецы, вы слушаете и вы познаете вместе с нами мир, потому что все мы вместе с вами развиваемся и ищем только во всем созидание, только творение, потому что в каждом из нас есть божественное создание. Мы все творцы и архитекторы своей жизни. Поэтому вот сегодняшний день, 11 января, он в какой-то степени служит основой нам, каждого из нас для всего следующего месяца и года. Обращаю ваше внимание, что сегодня очень хороший, знаете, вот такой чистый, ясный, легкий день. И вот особенно это вы будете чувствовать после 14 часов 57 минут по московскому времени. Можно сказать, что после 3 часов дня по Москве вы будете по-другому себя ощущать. И вы знаете, вот те планы, которые вы сегодня пропишете, проговорите, мечты, то, вы знаете, они имеют высокие шансы сбыться. Но это произойдет только в том случае, если они не связаны с местью, со злобой, с болью. И также постарайтесь этот день посвятить всему тому, что возвышает и укрепляет ваш дух. Также сегодня хорошо вспоминать какие-то хорошие моменты своей жизни. Ну, например, детство, те годы, которые вы уже прожили. Только вспоминайте не то, что «О, я бы сейчас поступила по-другому». Не стоит об этом думать. Просто думайте о том, какие вы поступки совершали, что вас жизнь чему научила. Это очень важно. Если у вас есть какие-то негативные мысли, если у вас есть какие-то обиды, проговаривайте их и избавляйтесь от них. Самое простое: зажгите свечу, желательно церковную свечу, и проговаривайте вот свои обиды, свои негативные мысли. Постарайтесь простить своих врагов, своих недоброжелателей. Это очень сложно, поэтому зажгите свечу и проговаривайте это. Пожелайте своим близким и родным всего того, что вот вы уверены и знаете, что им это нужно. Не стоит потом рассказывать о том: ой, ты знаешь, я за тебя просила. Нет, ни в коем случае. Вы должны это делать искренне, с любовью, в сердце. Это очень важно. Также, друзья, постарайтесь сегодня уделить время чтению, например, какой-то интересной литературы. Возможно, вы давно хотели что-то прочитать, что-то увидеть, что-то познать. Займитесь самообразованием. Возможно, вы давно хотели изучить, например, языки, или у вас есть какое-то хобби, но у вас никак не получается продвигаться в этом направлении, потому что, скорее всего, не хватает каких-то навыков, знаний. Учитесь именно сегодня, 11 января, вот еще раз повторимся, важно заложить фундамент. Кроме того, если вы хотите сегодня активные действия, то в этот день энергии еще недостаточно, поэтому лучше ничего не начинайте. Также пишем планы, пишем какие-то новые проекты, пишем какие-то новые идеи. Также постарайтесь, если вы не знаете, что вам делать, постарайтесь взять свою жизнь в свои руки и на протяжении, вот поставьте себе цель, сроки, дедлайны, да, для того, что вы когда это сможете сделать. Также, если мы говорим сегодня о деньгах, о бизнесе, то нужно сегодня быть во всем предельно внимательными. Не стоит сегодня брать деньги в долг, отдавать долги, а также проводить какие-либо финансовые операции и сделки. Все-таки это новолуние, и мы с вами должны отправить энергию в нужное для нас русло. Что же касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что сегодня иммунитет будет очень слабый. Организм только начинает накапливать необходимую энергию. Поэтому
Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день связан с головным мозгом и лицевой частью головы. В этот день не следует переутомляться, употреблять алкоголь, есть острую и очень горячую пищу, поскольку может произойти сброс энергии на внутренние органы. Болезни, которые начинаются в этот день, к сожалению, могут затянуться надолго, но заболевшие обязательно поправляются. Также сегодняшний день неблагоприятен для операций и других хирургических вмешательств. Визит к стоматологу лучше сегодня отложить. Что же касательно стрижки волос, то сегодня не самый благоприятный день для того, чтобы стричь свои волосы или красить. Обращаем на это ваше особое внимание. Также сегодня очень важно, что вы обдумали все свои планы, цели, но никак не начинали действовать. Это очень важно осознавать и понимать. На что еще стоит обратить внимание, что ввиду того, что только новолуние у нас с вами, поэтому общение с начальством, смена места работы, все, что касательно недвижимости, сегодня этим не стоит заниматься. Старайтесь быть в спокойной обстановке, быть самим в гармонии с собой. Это очень важно. Далее, сегодня также не стоит выяснять отношения, потому что любой спор и скандал, они просто-навсего неуместны. Обращаем на это ваше особое внимание. Что же касательно зачатия, сегодняшний день вполне подходит для зачатия. А вот что касательно физических нагрузок, в этот день лучше избегать нагрузок, потому что все-таки возможен травматизм. Также этот день подходит для небольших домашних дел. Что-то глобальное, там начинать ремонт, генеральную уборку, все-таки делать этого не стоит. Сны этого дня редко несут полезную информацию. Обращаем на это ваше особое внимание. Теперь давайте обратимся к Архангелу Михаилу и посмотрим, а что же он нам дает, какой совет, рекомендацию на этот день. И вы знаете, выпала карта, которая звучит следующим образом. Верьте. То есть это говорит о том, что высшие силы говорят нам о том, что у вас есть сила, умения, навыки, ценные для божественного мира. И Архангел Михаил, высшие силы оберегают вас, и ваша задача излучать яркий свет, нести любовь, гармонию, созидание в этот мир. Вы спросите, как это сделать? Обязательно сегодня прислушивайтесь к своей интуиции и, конечно же, старайтесь действовать уверенно. Также старайтесь помнить об уважении и к другим людям. Сегодня, если у вас есть какие-то ситуации, проблемы, нюансы, то обратитесь к Архангелу Михаилу с просьбой о помощи в укреплении вашей веры. Также обращаем ваше внимание, если вас интересует какой-то человек, попытайтесь довериться такому человеку и понять, чем же он вас привлекает, чем же он вам интересен. Также знайте о том, что вы на правильном пути. Даже если вам кажется, что что-то не так, ваша интуиция вам обязательно подскажет. И кроме того, если мы говорим сегодня о деньгах, о каких-то других материальных ценностях, то сегодня лучше не придавать многим моментам значения. Даже если вам что-то говорят, возможно, в негативном русле, например, что вам не отдадут ваши деньги или еще что-то. Люди сегодня не имеют энергии той, которая нужна. И как можно подпитаться? Только через ругань, скандалы. Вот люди так пытаются сделать. И молитва, друзья, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, звучит следующим образом. Архангел Михаил, прошу, дай мне твое мужество духа. Помоги мне понять, что у меня есть все необходимое. Мудрость, сила, любовь, творческие способности, достаток и здоровье. Дай мне возможность чувствовать себя уверенным и умиротворенным. Эти слова молитвы, друзья, будут в описании к этому видео. И так как мы сказали, друзья, в начале видео, что сегодня денежный день, что сегодня у нас с вами новолуние, а это достаточно день такой очень важный для многих людей, обязательно сегодня проведите следующую практику. Вам нужно взять ручку, которая у вас будет под рукой, и
На левом запястье нарисуйте циферку 9 и далее скажите следующие слова. Кодирую себя на деньги срочно. В этот момент не нужно думать о какой-то определенной цифре или сумме. Просто сказали эти слова, отправили во Вселенную этот посыл. И дальше идите заниматься своими делами. Не зацикливайтесь на именно материальном мире. Вселенная сама примет решение и поможет вам в той или иной ситуации. Друзья, вот такой у нас с вами день 11 января. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео будет полезной и интересной. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами буквально в следующем видео.